Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре. 1 августа во всем кельтском мире люди оставляют повседневные заботы, поднимаются на вершины холмов, разводят костры, устраивают пикники и благодарят землю за первый урожай. Этот день называется Лугнасад или по-ирландски Лунаса. Лунаса – один из 4 главных праздников древнего гельского календаря. С древних времен его отмечают 1 августа, тогда, когда начиналась жатва. И, согласно кельтскому календарю, с этого дня наступает осень. Для кельтских народов Ирландии и Шотландии это был один из важнейших дней года. От того, каким окажется урожай, зависело, смогут ли семьи пережить долгую зиму. Название праздника Лунаса связано с богом Лугом. В древнеирландских текстах его имя писалось как Луг, а в современном ирландском он Лу. Лу – один из самых почитаемых божеств ирландской мифологии. Его еще называли Савильдонех, что переводится как «обладающий всеми искусствами». Согласно преданиям, не существовало ремесла или таланта, которым бы он не владел. Он был одновременно воином, поэтом, музыкантом, врачом, кузнецом и искусным правителем. Однако древние предания рассказывают, что праздник Лунаса был посвящен не столько самому богу Лу, сколько памяти его приемной матери – Тальтию. О Тальтию рассказывают несколько средневековых ирландских произведений, в которых сохранились гораздо более древние устные предания. Наиболее подробно ее история изложена в книге «Завоевание Ирландии». А вот о ее смерти и учреждении Лугом погребальных игр упоминается также в саге «Сватовство Кеймер». Это более ранняя сага, нежели книга «Завоевание Ирландии». Согласно легенде, Тальтию расчистила огромные леса Ирландии, превратив дикую землю в плодородные поля. То есть буквально уничтожила деревья. Для современного человека подобная добродетель могла бы вызвать неоднозначную реакцию. Но для людей древности это был настоящий подвиг, ведь лес символизировал дикую, неосвоенную природу, а пашня символизировала как раз-таки жизнь, достаток и возможность прокормить семью. Поэтому Тальтию почитали как благодетельницу народа, подарившую людям земледелие и, соответственно, принесшую цивилизацию на остров. После ее смерти, которая, согласно легендам, произошла в результате истощения от изнурительной работы по очищению Ирландии от лесов, бог Лу учредил в ее честь большие поминальные игры, так называемые Оинах Тальтен, что буквально можно перевести как «собрание» или «ярмарка Тальтию». Или по-другому их называют «игры Тальтию», на которых, согласно реконструкциям, основанным на средневековых текстах, проходили состязания в беге, борьбе, конных гонках и воинском мастерстве. Но это было гораздо больше, чем просто спортивный праздник. Здесь также встречались поэты, торговцы и знать. На таких собраниях заключались союзы и решались различные вопросы юридического характера. Хотя поздние традиции связывали такие собрания еще и со сватовством и брачными обычаями, иногда упоминаемый в некоторых источниках пробный брак на 1 год и 1 день, когда пара могла прожить вместе этот срок, прежде чем окончательно решить, сохранять ли этот союз. Это не имеет прямого подтверждения именно для Оинах Тальтен. Такая идея появилась в более поздних шотландских произведениях, датируемых XVIII веком, а также в романтических представлениях о кельтских обычаях, а не в сохранившихся средневековых источниках и в преданиях Древней Ирландии. Так что, скорее всего, эта идея была придумана в более позднее время и не имеет никаких научных подтверждений. Главным смыслом Лунасы оставалась связь с землей и сельским хозяйством. Это был праздник начала жатвы, когда собирали первые плоды нового урожая. Ирландский фольклорист Кевин Данахер
в своей книге «Год в Ирландии» пишет, что до наступления Лунасы начинать уборку урожая считалось очень дурным тоном и вообще делом нехорошим и неправильным. Срезать колосья или выкапывать картофель раньше 1 августа воспринималось как нарушение древнего обычая и даже как проявление жадности. Так что люди терпеливо ожидали наступления праздника, чтобы именно в этот день собрать первые плоды нового сезона. Даже если урожай еще не успевал полностью созреть, крестьяне старались убрать хотя бы небольшую его часть. Именно плоды первого урожая становились основными ингредиентами праздничного стола. В последние столетия, согласно поздним фольклорным и этнографическим записям, праздничная трапеза Лунасы могла включать в себя молодой картофель, капусту, рыбу, бекон, свежую говядину и молодую баранину. То есть продукты, доступность которых зависела в принципе от достатка семьи и от местных традиций. Однако самой древней традицией был вовсе не картофель, а первый хлеб нового урожая. Чтобы испечь его в день праздника, крестьяне иногда использовали необычный способ обработки зерна. Вместо долгой молотьбы они просто сжигали целый сноп. Солома и мякина превращались в пепел, а зерно одновременно очищалось и подсушивалось. После этого его сразу же перемалывали на ручных жерновах и готовили первую пищу из нового урожая. Эта традиция была настолько распространена, что в 1634 году парламент в Дублине даже принял закон, запрещающий сжигать снопы. Власти считали это расточительством, ведь вместе с соломой исчезал корм для скота и материал для покрытия крыш. Но сам факт появления такого закона говорит нам о том, насколько древним и привычным был этот обычай для ирландцев испокон веков. После распространения христианства древний праздник сбора урожая никуда не исчез. В Англии он получил новое название – ламас. Это слово происходит от древнеанглийского «хлав мессе» и переводится как «хлебное месса». В этот день обычно первый каравай нового урожая приносили в церковь в благодарность Богу за его дары. В самой Ирландии особое значение приобрел праздник Успения Пресвятой Богородицы – Фейле Вире Севол, что переводится как «праздник Богородицы во время жатвы», отмечаемый обычно ирландцами 15 августа. Хотя Лунаса и Успение Богородицы имеют разное происхождение. Один восходит к древней гельской традиции, а другой является христианским праздником. Тем не менее, их объединяет общая идея благодарности за урожай и плодородие земли. Именно поэтому многим зрителям Лунаса может напомнить православный медовый и особенно яблочный спас. Конечно, это разные традиции, но смысл удивительно похож. Первые плоды нового урожая посвящаются Богу в знак благодарности. Лунаса была не только праздником хлеба. Конец июля и начало августа – время созревания дикой черники. По-ирландски ее называли фрихан, что буквально означает вересковая ягода, что указывает на произрастание этой ягоды среди цветущего вереска. Целыми семьями люди отправлялись на холмы, чтобы собирать эти ягоды, а потом ели их. Самым распространенным праздничным блюдом дня Лунасы была черника, протертая со свежими сливками и сахаром. Прогулки за черникой превращались в настоящий праздник с музыкой, танцами и песнями. Существовала, кстати, такая примета. Если к Лунасе черники уродилось мало, значит осенью не стоит ждать богатого урожая. Так что на Лунасу по всей Ирландии проходили ярмарки, скачки, соревнования и народные гуляния. Молодежь знакомилась друг с другом, многие затем женились, семьи устраивали праздничные пикники. А особенно любимыми среди ирландцев были восхождения в эти дни на холмы и вершины гор.
Многие исследователи считают, что этот обычай появился еще в дохристианские времена, когда возвышенности воспринимались как места, где человек становится ближе к небу. Возможно, именно поэтому с Лунасой связывают и одну из самых известных ирландских традиций – паломничество на гору Кро-Патрик. Сегодня тысячи людей поднимаются сюда в последнее воскресенье июля, которое известно как Рик Сандей, день паломничества на гору Рик. The Рик – это традиционное название как раз-таки вот этой горы Кро-Патрик. По христианскому преданию, именно на этой горе святой Патрик 40 дней молился и постился. Историки не могут с полной уверенностью утверждать, что это паломничество напрямую продолжает древние дохристианские обряды, но вполне возможно, и к этому склоняются все-таки многие исследователи, что христианское паломничество к горе Кро-Патрик стало продолжением очень древней традиции почитания священных мест. И эта традиция уже позднее, со временем, обрела новое христианское содержание. С Лунасой были связаны и многочисленные народные поверья. Считалось, что в эти дни мир людей становится ближе к миру Ис-Ши, что с ирландского переводится как «добрые люди» или «народ холмов». Это такие ирландские сверхъестественные существа, которые по преданию живут в древних курганах и в разных священных местах. В некоторых районах Ирландии существовал необычный такой обычай. В дни Лунасы скот и лошадей специально загоняли в реку и озера, считая, что вода защитит их от болезней и принесет здоровье на следующий год. Иногда устраивали даже скачки в воде, что не всегда было безопасно, но все равно люди продолжали этим заниматься каждый год. Позднее такие обряды стали вызывать неодобрение у некоторых священнослужителей, которые видели во всем в этом пережитки старых верований. Так что, исходя из вот этих обычаев, мы понимаем, что Лунаса была праздником не только урожая, но это еще и было таким особым временем перехода от лета к осени, от роста к сбору плодов. Это было время, когда люди стремились обеспечить здоровье себе, животным и обеспечить себе будущий достаток, зачастую посредством различных ритуалов. Интересно, что память о Лунасе сохранялась даже в ирландской прессе. Одна из старейших региональных газет Ирландии, The Anglo-Celt, еще в XIX и XX веках регулярно публиковала к началу августа статьи об этом празднике, о народных поверьях Дня Лунасы и о сельских обычаях. Это показывает, насколько глубоко Лунаса укоренилась в культуре Ирландии. Именно поэтому этот праздник жив и сегодня. Ведь люди по-прежнему хранят традиции Лунасы. Поднимаются на холмы, совершают паломничество, встречаются с близкими, собирают ягоды и благодарят Бога и природу за первые плоды уходящего лета. Лунаса издревле служила людям напоминанием, что урожай зависит не только от человеческого труда, но и от сил природы. Поэтому это праздник благодарности земле за ее дары и надежда на достаток в наступающем году. В этом и заключается главный символ Лунасы – остановиться среди повседневных забот и оценить результаты своего труда. Это время вспомнить о том, что уже было достигнуто, о людях рядом с нами и о тех дарах, которые приносят жизнь. Если вам интересна кельтская мифология, древние традиции и тайные смыслы знакомых обычаев, подписывайтесь. Дальше будет еще много интересных историй. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. До новых встреч!